Рад приветствовать тебя на своем канале. С вами, как всегда, Я, профессор Лавкрафт. И да, представляю вашему вниманию мою подпольную биолабораторию. У всех крутых пацанов на планете такая есть. Но только я решился первым ее показать на столь широкую аудиторию. Посмотри, какую коллекцию этого инструмента я приобрел на барахолке. Инструмент хоть и ржавый, но он ни разу не использованный. Его нужно только немножко воскресить, и можно дальше использовать по назначению. По ходу реставрации докупил еще кучу всего интересного. Досмотри до конца и оцени мою коллекцию по достоинству. А как тебе моя коллекция металлических щеток? Напильники практически новые, из хорошей советской стали, марки У-12 и У-13. Эти напильники практически с хранения. Их достаточно будет зачистить только металлической щеткой и убрать ржавчину. Приобретал я эти напильники с целью изготовления ножей, но они настолько в хорошем состоянии, что я буду их использовать по прямому назначению. Кстати, если напильник имеет однонаправленную насечку, значит марка стали У-12. Если перекрестную двойную, значит У-13. Рашпили по ГОСТу изготавливали из марки стали У-7. Ну раз уж пошла тема про реставрацию, восстановлю и зачищу свои старые напильники, которыми я работаю ежедневно. Металлическая щетка отлично работает, но, к сожалению, она справляется не всегда на 100%. Но для таких случаев есть проверенный дедовский способ. Да-да, ребятки, это кислота. Кислота есть? Запоминай рецепт. На литр горячей воды размешай 3 столовые ложки лимонной кислоты, это примерно 60 грамм, и помести в этот раствор все свои напильники, примерно на 15-20 минут. Неоспоримый плюс такого способа, что лимонная кислота зачистит напильники не только от оставшейся стружки, но также заточит его режущую кромку. Ну а пока напильники там принимают водные процедуры, займусь восстановлением стамески. Она сделана тоже из хороших материалов, даже на наждаке ее сложно обрабатывать. Обошли. Мне вот знаешь, что интересно? Почему в Советском Союзе мы могли изготавливать инструменты такого хорошего качества, а сейчас, в нынешней России, мы не можем изготовить даже гвозди? Мы даже гвозди сами не производим в стране, которая выпускает столько металла. Заплатишь сразу. Ну вот так вот все прекрасно зачистилось примерно за 40 минут пребывания в лимонной кислоте. Следующим купаться у нас пойдет молоток. Все эти напильники я промыл под проточной водой и смазываю их ВДшкой и насухо вытираю ветошью. Реставрация напильников закончена. Приступаю к ремонту ножниц по металлу. Эти ножницы тоже отличного качества и произведены в стране, которой больше нет. Посмотри, какая красота, лучше чем новый, и пассатижи почистил, и стамеску тоже. Кстати, для стамески нужно изготовить рукоятку, сейчас этим и займусь. А что ты тут такую гоняешь? Нормально есть что-нибудь? Кольцо изготовил из латунной трубки, деревянные ручки буду делать из березовой заготовки. Посмотри, это отдельное произведение искусства. Осталось только тонировать древесину морилкой и пропитать маслом. Для пропитки использую аптечное вазелиновое масло. Это и есть жидкий парафин. Сейчас масло впитается и стамеска полностью готова. Теперь у нас на очереди следующий пациент. Знакомься, это рубанок-подборник. Он изготавливался на том же заводе, где работал легендарный Михаил Калашников. Кто знает, может быть именно этим экземпляром Михаил вытачивал свой первый приклад для своего АК-47.
Именно поэтому я просто обязан из этого хлама сделать топовый рубанок, чтобы и мои произведения искусства были столь надежны и легендарны. При помощи различного инструмента и наждачной бумаги зачистил все детали рубанка. Теперь нужно поработать с фиксатором лезвия. Вот он, кстати, обрати внимание. Но это какой-то полный хлам. Лучше изготовлю новый из латунного кругляка и болта М8. В заготовку из латуни интегрировал болт М8 и для удобства пользования нанес насечку. Останется немножко зачистить шлифовальной бумагой и деталь готова. Ну вот, так-то лучше. Теперь этот предмет больше похож на инструмент, нежели чем на детскую игрушку. Деревянная часть рубанка отжила свой век и уже никуда не годится, поэтому буду изготавливать новую из березовой заготовки. Шерсть, нужен твой совет. Такой толщины будет достаточно? Да. Ну и отлично. Отпилю все лишние части ножовкой, а скруглять буду на самодельном наждаке. Я настолько увлекся процессом восстановления, что никак не могу остановиться. Но поскольку я тебе уже пообещал, что этот рубанок будет самый топовый рубанок, я решил к нему изготовить упор для пальца, для более комфортной и удобной работы. Ну, брат, ты даешь! Чтобы упор, так скажем, был в цвет, сделаю его из латуни и частично из чермета. Ну что, друг, посмотри, топовый у меня получился рубанок. Оправдал я твои надежды? Напиши свой отзыв в комментариях. И не забудь поставить лайк. Ну и конечно же подписывайся на канал, если до сих пор этого не сделал. Как ты можешь заметить, рубанок получился не только красивый, но еще и отлично работает. А пока ты поглощаешь бутерброды, я займусь восстановлением следующего пациента. Это ножовка по металлу. Ручку сразу нахуй, а ножовку поместим в лимонную кислоту. Ну ладно, я к этому. Ну а чтобы по 100 раз над ними пылесосить, сразу изготовлю ручки и для напильников. Эти рукоятки изготовлю из обрезков черенка от лопаты, а латунные юбки возьму от гильз 12 калибра. Красота! Люблю, когда все ровно и одинаково. Следующий на очереди у нас коловорот. Предварительно этот инструмент я отмочил 2 часа в растворе лимонной кислоты и прошелся сверху металлической щеткой. И если я рубанок восстанавливал в честь великого человека, то этот коловорот я восстанавливаю в честь великого кота. Очень интересно и необычно здесь крепится рукоятка. Чтобы ее заменить, я потратил немало времени, но все-таки я справился. Осталось склеить 2 половинки и почти готово. Ножовку по металлу тоже не оставлю без внимания и нанесу на нее гравировку в виде надписи «Сделано в СССР». Предварительно зачистил поверхность и нанес на нее 2 слоя универсального грунта. Осталось только процарапать надпись и поместить в соляной раствор, а кот за этим всем делом проследит. Все, братан, готово, иди отдыхай. Надпись такой глубины, примерно 0,3 мм, травилась 25 минут, но я уверен, что это время стоило ожиданий. Посмотри, насколько я заморочился, я изготовил даже эксклюзивные болтики. Понравилось мне играть в химика, именно по этой причине я очистил от ржавчины весь свой металл, имеющийся у меня в мастерской. Лимонная кислота — это круто, так же как и обычный лимон. Ешь его, кстати, целиком. На Новый год. Ну а мы с вами потихонечку подобрались к самому вкусному. Смотри, какую интересную рукоятку я нашел на барахолке. Как мне удалось выяснить, это рукоятка от советской ножовки со сменными полотнами.
К сожалению, родных полотен у меня нету, но есть другие. По этой причине придется изготовить свое крепление. Ничего мудреного здесь не будет, просто пластины со штифтами и зажимным болтом. Штифты изготовил из гвоздя. В очередной раз все примеряю и можно фиксировать на сварку. Посмотри, как аккуратно и профессионально я заварил. Да, сварщик, конечно, из меня не очень, но вроде все держится и все ровно, а это самое главное. Полотна на ножовке будут крепиться за счет шайбы и прижимной гайки. Чтобы прижать полотно как можно сильнее, гайки приварил 2 упора из гвоздя. Ну вот такой шедевр у меня получился. Осталось только изготовить деревянные ручки. В этот раз буду изготавливать из дубовой заготовки. Зацени, пожалуйста, какая эксклюзивная вещичка у меня получилась. Ставь лайк или дизлайк. Так я пойму, понравилась тебе моя работа или нет. Ножовку в сторону. Теперь займусь реставрацией ударных отверток. Самые большие, они с хранения и в масле, а вот для 2 остальных нужно изготовить рукоятку. Забегая немножечко вперед, скажу, что я просто заебался изготавливать. Сложность заключалась в том, что по бокам эти щечки имеют спил под 30 градусов, и чтобы все подогнать, это нужно потратить очень много времени и не 1 литр водки. В общем, да, намучился, конечно, я с этими отвертками, 2 дня их тут запиливал. Рукоятку для ножа Легенда ПМ я и то сделал быстрее. Кстати, вот ссылочка на видео о его изготовлении. Все деревянные части рукоятки покрываю яхтным лаком, а металлические части буду чернить при помощи средства для холодного воронения. Почти весь инструмент, который я хотел, я восстановил. Теперь тебе предлагаю посмотреть мою коллекцию полностью. Помнишь, я говорил, что восстанавливаю этот коловорот в честь великого кота? И я тебя не обманул, посмотри сюда. Вы на канале Лавкрафт, и здесь говорят правду. Хочу выразить огромную благодарность тому китайцу с Алиэкспресс, который мне подарил ПШМ, прямо шлифовальную машинку. Вот я и фрезу уже к ней закупил, поэтому напильники уходят на второй план. Обрабатывать заготовки электроинструментом куда более быстрее и приятнее. И, как говорится, теперь цветочки будут расти быстрее.
Инструмент для обработки различного вида материала – это, конечно, хорошо, тем более, если такая шикарная коллекция, как у меня. Но самое главное в создании крутых самоделок – это что? Что? Правильно, грамотная и точная разметка, ведь от ее качества зависит качество будущих деталей. Именно для этих целей я собрал отдельную коллекцию измерительного и разметочного инструмента. Спасибо тебе, мой друг. Благодарю тебя за просмотр. Если хочешь, чтобы видео выходили чаще, поставь лайк и напиши 3 комментария под видео. Это помогает продвижению канала. Ну все, пока. Большие города.